Здравствуйте! Основная тема данного видео впечатления это Halo MoRePods, но и в том числе хотелось бы затронуть Halo W1, потому что данные наушники друг с другом взаимосвязаны. И начну, естественно, с MoRePods, с внешнего вида. Здесь вообще никаких нареканий у меня нет. Кейс крайне компактный, приятный по своей форме, цвет подобран просто идеально, вставка Halo нравится, то есть реализовали ее интересно, и при этом, с учетом того, что наушники сверхбюджетные, в 110 белорусских рублей, открытие и закрытие кейса здесь просто шедевральные. То есть, во-первых, нет проблем с самой сборкой, то есть все стыки идеальные, соответственно, открывается, закрывается без каких-то там разбалтываний, либо же еще чего-то, и это очень приятный звук. Казалось бы, это мелочи, на которые уже не стоит обращать внимание, но если взять наушники, которые стоят в 5 раз дороже, как те же Marshall Motive, где нет вообще как такового магнита для того, чтобы оно все нормально защелкивалось, нет нормальной системы, чтобы он закрывался из положения хотя бы вот так. То есть здесь вы просто немножечко придали какой-то инерции, и он автоматически закрывается. Там нужно прям руками закрывать самому. И это касается достаточно многих моделей. Видеть такое в бюджетных ТВС-ках очень и очень приятно. Доставать наушники также легко, так как они не слишком сильно утоплены в корпус, и можно зацепиться, нормально взять их, даже если у вас относительно большие пальцы. И по поводу самой формы наушников тоже у меня никаких нареканий нет. Сидят они хорошо, то есть вставляете в ухо все, они не выпадают, они не давят вам. Опять-таки вспоминаем те же Marshall Motive, где используется в самой палочке своеобразный рашпиль, который острыми углами упирается вам в ухо, создавая дискомфорт. Здесь всего этого нет. Пользоваться наушниками очень и очень приятно. По поводу каких-то основных характеристик, это Bluetooth версии в 5.2, это поддержка кодеков aptX и aptX Adaptive, это время автономной работы до 5 часов, что не сверх круто, но тем не менее хороший показатель с учетом того, что наушники громкие. И вот здесь я, наверное, хотел бы перейти к звучанию, потому что изначально, когда я только взял эти наушники в руки, я понимал, что да, приятно, компактненько, красивенько, и блин, хоть бы они более-менее нормально звучали, и тогда их уже можно было бы советовать. Но по звучанию они просто превзошли мои ожидания. Они звучат значительно лучше, чем те же Apple AirPods второго поколения, могут сравниться с Apple AirPods третьего поколения, но с тем лишь исключением, с той лишь разницей, что у наушников совершенно разные подачи. То есть, если в случае с AirPods 3 у нас есть такая добавочная масса на низких частотах, на высоких частотах, для того, чтобы все звучало более дорого, что ли, чтобы легче было получить вау-эффект, то здесь уже идет акцент больше на скоростных характеристиках. То есть тех же низких частот количественно достаточно, но при этом они достаточно быстрые. То есть те же панчи, они действительно хлесткие, они никак не расхлябаны. По тем же высоким частотам то же самое. Атаки очень быстрые, очень хорошие, собранные. Это впечатляет и очень даже впечатляет. При этом высокие частоты не скошены количественно, не скошены слишком рано по своему срезу, и, соответственно, они создают такое впечатление хорошего, качественного звучания. По поводу середины есть некоторые вопросы, потому что создается ощущение такой V-образности, то есть у нас ярко выраженные низкие частоты, по большей части за счет своего веса, а не количественного добавления, хотя оно тоже присутствует. Выделены высокие частоты, середина у нас немножечко теряется, но при этом она очень естественная, натуральная, ты ей веришь, она не имеет каких-то особых искажений, и за счет того, что это вкладыши, мы имеем очень и очень хорошую сцену, хорошее позиционирование, хорошую передачу помещений. И, соответственно, если мы включаем в особенности какие-то относительно медленные треки в большом помещении, как та же симфоническая музыка, то слушать приятно, можно словить определенный вау-эффект, потому что вы не получите той детальности, которую получите в случае с проводными наушниками с хорошим источником, достаточно хорошего уровня, но при этом вы сможете почувствовать весь этот объем и
в масштабность звучания. Это приятно, очень приятно, и этого не ожидаешь от бюджетных наушников. То есть в общем каким-то чертам это внешний вид, это их работа, это их звучание, какие-то характеристики. Я понимаю, что это далеко не 100 рублей. Это уже категория за 200, конкретно за 200. А с учетом того, насколько ужасные и отвратительные модели выпускаются в дорогом сегменте среди вкладышей, то данный вариант очень и очень классный. Мне он нравится. И почему решил сюда также добавить Halo W1. Это уже модель достаточно старая, не уже и так сказано очень много. И это тот случай, когда бюджетные наушники, которые точно так же стоят, там уже пускай 119 белорусских рублей, шикарно звучат, с прекрасной посадкой, с компактным кейсом, с отличными микрофонами. То есть даже если сравнивать с какими-то уже действительно флагманами, с дорогими какими-то наушниками, да, с абсолютным большинством флагманов, они тоже стоят копейки, они работают не по правилу своего бюджета, своей ценовой категории. Они являются значительно лучшими наушниками, чем они стоят. И поэтому в случае с Soundcore я понимаю, что у меня есть какое-то теплое отношение к этому бренду, потому что мне нравится многое их продукция, как те же наушники, те же колонки, но и одновременно с тем я понимаю, что они хороши в рамках своего бюджета. То есть в некоторых случаях они могут превзойти, там в случае с теми же Liberty 2 Pro Upgrade Version, с теми же Liberty 3 Pro, они немного лучше, чем они стоят, то здесь мы имеем прямо разрыв. Потому что наушники за 120, 110, 120 рублей звучат и воспринимаются как наушники, которые стоят 300 рублей. То есть сюда осталось добавить какой-нибудь красивый логотип, и мы получим не красивый логотип, а логотип от известного бренда. И мы уже можем стабильненько ставить прайс в 300 рублей, и они все равно будут оправдывать свои деньги. Это очень редкая ситуация, потому что каждый раз, когда ты слушаешь какие-то наушники, то ты понимаешь, что они либо же нормальные и хорошие для своей стоимости, либо же они откровенно плохие. Все, то есть так, чтобы был какой-то разрыв шаблонов, это встречается крайне и крайне редко. И я не знаю, по какому пути пойдут дальше Halo, станут ли они развиваться, либо же пойдет регресс, либо же стагнация, я этого не знаю. Но конкретно эти две модели меня безумно радуют, мне они нравятся, я могу их советовать даже как конкретный такой совет. То есть я фактически никогда не даю ответов на вопрос, какой взять источник за $300, какие взять наушники за $200, там, какой ЦАПа-усилитель там за $100. Потому что выбор огромный и конкуренция огромная. То есть все равно очень-очень многие модели идут вровень друг с другом. Плюс есть разница по каким-то вкусовым предпочтениям, звуковым предпочтениям. То здесь ситуация совершенно другая. Это единственные модели в своей категории, которые были бы настолько хорошие. Их можно просто советовать. И опять же, если взять даже КЗ СКС, который я очень сильно люблю, которые мне нравятся как внутриканальные наушники, я понимаю, что они тоже такие достаточно своеобразные. У них недостаточное время автономной работы, у них агрессивная подача. Это может понравиться не всем. И я не могу их советовать вот просто, вот все, берите и, пожалуйста, как слепая покупка. То здесь это можно советовать, у них конкурентов попросту нет, и при этом они сбалансированы. Вот, поэтому данные видео впечатления буду завершать. Если вас они заинтересовали, вы сможете найти их по ссылке в описании, а также на нашем сайте Netbox by Netbox.ru вы сможете выбрать для себя True Wireless наушники, исходя из вашего бюджета и ваших предпочтений. На этом видео впечатление завершаю. Большое спасибо за просмотр, буду рад вашему лайку. Мира вам и здоровья, до скорых встреч!